Кто вы, экстраверт или интроверт? Как определить? Когда мы говорим об экстраверсии и интроверсии, мы часто говорим о поведенческом уровне, то есть о том, что можно снять на камеру. Например, мы говорим экстраверты, они ведут себя более открыто, они больше общаются, они более энергично двигаются, они более энергично говорят и больше говорят, они любят компании и так далее. Интроверты, они выглядят более спокойными, более замкнутыми, они меньше общаются, у них как будто бы меньше энергии, они любят уединение, да? То есть все это уровень поведения, как человек себя проявляет. Но уровень поведения, уровень действия, он всегда вторичен к уровню сути или смысла. Да? Есть внутри что-то такое, вот какой-то глубинный процесс невидимый, который невозможно как-то увидеть или снять на камеру. И он является основой для тех или иных действий и проявлений человека. Так вот, что является сутью экстраверсии и интроверсии? Вообще эти понятия в свое время, в начале 20-го столетия, открыл Карл Густав Юнг, швейцарский психолог, психиатр, и сделал он это открытие таким образом. Он читал отчеты по одной пациентке, которую написал Фрейд и Адлер. И Юнг заметил следующее, что если бы он не знал, что речь идет об одной и той же пациентке, он бы никогда это не понял из отчетов, потому что отчеты были вообще про разное. И в этот момент он задумался, как так два человека, два опытных психолога в одном и том же клиенте видят совершенно разное. Причем Фрейд как экстраверт, Юнг его типировал как экстраверта, описывал случай пациентки следующим образом. То есть он делал акцент на то, что ее эго, то есть ее я, подчинено внешним влияниям. То есть вот основная была его идея в анализе этой пациентки, да, то есть что ее эго, ее я слишком сильно подчинено внешнему влиянию. А у Адлера была наоборот история. Он говорил про то, что вся жизнь пациентки, она подчиняется внутреннему влиянию. Да? И вот отсюда Юнг, в общем-то, и начал развивать понятие экстраверсии и интроверсии. И он говорил про то, что экстраверты – это люди, психическая энергия которых направляется вовне, то есть они как будто бы подчиняются внешним объектам. А интроверты – это люди, психическая энергия которых направлена вовнутрь, то есть они подчиняются своим субъективным переживаниям. Как мы можем это видеть на очень простом примере? Вот представьте, что по улице идет женщина в красивом красном платье. Что будет думать экстраверт, при прочих равных? Да? Помните, его психическая энергия или его внимание направлено вовне. И он может думать следующие мысли про то, что ой, какое красивое платье, похоже, это платье из последней коллекции Валентина, вот я где-то там видел на страницах Vogue или где-то еще. Да? То есть его внимание, то есть психическая энергия, это внимание, она цепляется за внешние объекты. Да? Вот, показ был такой-то, вот на странице, условно, в журнале Vogue я видел, вот это платье, вот, да, и вот таким образом его куда-то мысль утекла. Что будет думать интроверт? Куда его мысль будет течь, его психическая энергия? Помните, она ориентирована на субъективное, на внутреннее. И вот интроверт может думать следующее, что вот идет женщина, вот этот красный цвет, он как-то внутри меня такое как раздражение вызывает, какой-то он слишком красный, какой-то слишком яркий, какой-то вот, да, то есть, или он может концентрироваться на субъективных переживаниях этой женщины. Он может думать про то, что вот она в таком красном вызывающем платье, а в глазах какая-то тоска, какая-то печаль, какое-то несоответствие между этим внешним лоском и внутренним состоянием. То есть вот он туда пойдет. Понимаете? Вот в таком простом бытовом примере, как разворачивается психическая энергия, она же внимание, да, либо вовне на внешние объекты, либо внутри на субъективные вещи, субъективные переживания, впечатления, ощущения.
Это про экстраверсию, интроверсию. Поэтому подумайте, понаблюдайте, как чаще вы, куда чаще течет ваша мысль, да, вовне или, ну, то есть на внешний объект или на внутренний. Экстраверты, они все время себя оживляют. То есть через внешние объекты они хотят себя оживить. То есть им нужны новые впечатления, им нужна новизна, им нужно чаще обновлять какую-то картинку перед глазами. Это люди при прочих равных, которые больше любят путешествовать или больше любят что-то новое изучать. То есть, вот, например, интроверт, он будет скорее склонен брать какую-то тему и глубоко в нее погружаться. Экстраверт при прочих равных, он будет прыгать из темы на тему, да? Вот. Например, как может экстраверт и интроверт развивать бизнес? Экстраверт вот, открыл производство, не знаю, женских колготок, вот, и все хорошо, все работает, продается, бизнес растет. Что дальше сделает экстраверт? Например, он запустит линию носочков, да, а потом линию там, маечек. Что сделает интроверт? Он будет усовершенствовать свои вот эти колготки, он запустит там новый подвид колготок с какой-то дополнительной ниточкой, потом еще с 2 дополнительными ниточками и так далее. То есть он пойдет вглубь, да? Этот вширь, этот вглубь. Интроверты, в отличие от экстравертов, их задача сохранить себя. Да? Те оживляют себя, экстраверты, интроверты сохраняют себя. Это тоже важно. Экстраверты больше подвержены внешнему влиянию, ну, потому что их либидо, их внимание вовне. Поэтому они зависят больше от того, что происходит вовне. И им легче продавать, да, они более внушаемы. Интроверты, они такие в себе, и они в каком-то смысле, у них больше воли, и они больше... Они больше держатся своего мнения, их не так легко в чем-то убедить или как-то внушить, что-то повлиять на них. Да. Вот. Поэтому подумайте, понаблюдайте, как вы думаете, какие у вас приходят идеи, например, про развитие вашего бизнеса или про развитие карьеры. Опять же, да, экстраверты, они будут больше сосредоточены именно на внешних результатах, а не на внутренних ощущениях от процесса. Вот. Что часто бывает, то, что я вижу у клиентов, это так называемая фальсификация, когда ребенок рождается, например, экстравертным, то есть а вообще экстраверсия и интроверсия – это врожденная история, да, и ребенок рождается экстравертным, но вследствие каких-то семейных установок, запретов и так далее, он фальсифицирует свой тип личности и становится более интровертным. Иногда это бывает наоборот, да, когда интровертный ребенок рождается и вследствие семейных установок становится более экстравертным. Поэтому подумайте еще, когда вы наблюдаете, пытаетесь определить свой тип, задавайте себе вопрос, как бы я поступала или поступала, если бы я не боялась. Да? Вот, например, вы понимаете, что много вечеров вы проводите дома. И тогда задаете, ну, как бы интровертное поведение, но когда вы задаете себе вопрос, как бы я хотела, вот если бы я не боялась, если бы у меня не было никаких ограничивающих установок, что бы я делала? И вы говорите, ну, я бы, конечно, там, не знаю, ходила в самые лучшие рестораны города и каждый день знакомилась с разными людьми. Конечно, это очень экстравертно. Вот. И тогда, скорее всего, есть фальсификация, да, то есть вы проявляете себя как интроверт не потому, что это ваш истинный тип, а потому, что есть страхи, запреты, ну, какие-то вещи, которые тормозят ваши экстравертные проявления. Ну, точно так же интровертно, да, например, вы каждый день ходите в рестораны, знакомитесь с людьми, но если бы вас спросили, как вы хотите, я хочу сесть дома, вообще никого не видеть. Ну, если я сяду, я же себя сгрызу за то, что я веду неактивную жизнь, не продвигаюсь в жизни, как-то не строю социальные контакты и прочее. Понимаете? Вот вам, пожалуйста, тоже проявление фальсификации. Вот, поэтому по таким критериям можно разобраться, кто же вы больше, экстраверт или интроверт.